Фрезия – нежные и аристократические цветы, не так широко распространены в наших краях и пользуются особой любовью среди владельцев элитных коллекций растений. Волшебную фрезию называют по-разному – африканский ирис, кафский ландыш или цветок молодости. В давние времена фрезия произрастала в Южной Африке и Америке, и начиная с конца 15 века стала попадать в Европу. Своим названием фрезия обязана немецкому ботанику врачу Фридриху Фризу. Именно в честь него этот магический цветок был назван. Попав на европейский континент, фрезия первым делом оказалась в садах знатных и богатых людей. Это и предопределило аристократическое значение капского ландыша. Королевские садовники украшали букетами и композициями дворцы. Поучительная притча-легенда о фрезии. В далекие времена в неизвестном королевстве жил-был король. Любил король прогуливаться по своим имениям и следить за состоянием дел. Однажды теплым днем король прогуливался в саду и увидел жуткую картину. В саду деревья, кустарники стали умирать и увядать. Король стал спрашивать, что да как. Оказалось, что дуб умирает, потому что жалеет, что не такой высокий, как сосна. Сосна же, в свою очередь, погибает от того, что не может приносить плоды, как яблоня. Яблоня же вянет от того, что не может цвести, как роза. Роза страдает от того, что не сильна и крепка, как дуб. Вокруг царило уныние и тоска. Каждое растение грустило и завидовало другому, хотело быть тем, кем не может. И вот король нашел единственное здоровое и благоухающее растение. Им оказалась фрезия. Она хорошо росла и выглядела прекрасно. Король пришел в недоумение и спросил у фрезии: «Милая фрезия, как тебе удается так превосходно выглядеть среди увядающих, страдающих деревьев, кустарников и цветов?» Красавица фрезия произнесла мудрые слова: «Мне кажется, что мой великолепный внешний вид не является чем-то необычным. Я всегда считала, что, сажая меня, король хотел бы видеть именно фрезию, а не другое растение. Если бы вы хотели сосну или розу, то посадили бы их, а не меня. Тогда я решила, что буду фрезией, буду настолько красива, насколько смогу». Вот так трогательно нежная фрезия стала радовать людей своей красотой и ароматом. Полюбив себя такой, как есть, решив развивать свои достоинства, не зацикливаться на чужих.